Сегодня жестко, короче, бухаем. Скажи сам. Привет. В канал. Привет. Подписчикам моим каким-то. 17-летний Никита, имя изменено. На этих кадрах он режет хлеб. В пьяном угаре набросился на спящих друзей с ножом. Ночью в обычном дачном доме под Байкальском подросток взял кухонный нож и за несколько минут убил 4 своих друзей. Потом он открыл газ, поджег дом и сгорел вместе с ними. Это не фильм и не сценарий. Это май 2025 года. Маленький сибирский город, где все друг друга знают по именам. Как обычная подростковая вечеринка превратилась в кровавую резню? Что происходило в доме в те минуты, когда одни спали, а другой уже принял решение убивать? Было ли это внезапное безумие или цепочка сигналов, которые никто не захотел увидеть? И самое главное, мог ли кто-то из взрослых остановить эту ночь? Сегодня мы восстановим события шаг за шагом. Без истерик, без домыслов. Только факты, хронология и детали, от которых становится по-настоящему холодно. Если вы смотрите этот канал, вы знаете, здесь мы разбираем каждую деталь. И я буду задавать вам вопросы. Потому что в таких историях важно не только то, что произошло, но и то, почему. — 27 мая. Теплый вечер. Садовое товарищество с почти мирным названием «Горный Байкал». Частный дом. Родителей нет. Повод – день рождения одной из девочек. Возраст участников – от 13 до 17 лет. 9 подростков. Обычная картина для провинциального города. Музыка из телефона, смех, фотографии в соцсетях, закуски на столе. И алкоголь. Да, алкоголь. Следствие позже подтвердит – спиртное было. Причем не только легкие напитки. Возбуждено отдельное дело по факту продажи алкоголя несовершеннолетним. 2 взрослых окажутся под следствием. Вопрос к вам. Сколько раз вы слышали фразу «да что с ними будет, это же просто день рождения»? Среди гостей 17-летний Михаил, старший из компании, учился в местной школе. По словам знакомых, обычный парень. Не состоял на учете. Не был замечен в серьезных правонарушениях. Обычный. Это слово часто звучит в делах о массовых преступлениях. Вечер идет спокойно. Переписка в общем чате, шутки, смайлы, видео. Ничего тревожного. Ближе к полуночи градус повышается. И не только в бутылках. По данным следствия и показаниям выживших, между Михаилом и одной из девушек происходит конфликт. Он проявляет настойчивость. Девушка отказывает. Другие парни вступаются. Слово за слово. Повышенные голоса. Кто-то отталкивает его. Кто-то требует успокоиться. По версии свидетелей, его уводят в отдельную комнату проспаться. Считают, что он просто перебрал. Вот здесь задайте себе вопрос. Если человек в состоянии сильного опьянения проявляет агрессию, это просто алкоголь или сигнал? Примерно после 3 часов ночи дом погружается в относительную тишину. Часть подростков засыпает. Кто-то лежит на диване, кто-то на полу, кто-то в соседней комнате. В этот момент по реконструкции следствия Михаил встает. Он идет на кухню, берет нож. Обычный кухонный нож. Не специально принесенный, не заранее спрятанный, лежавший в ящике. Дальше события развиваются стремительно. Первый удар наносится спящему подростку. Экспертиза установит ранения в область шеи и груди, множественные, с большой силой. Жертва не успевает понять, что происходит. Второй подросток получает удары, проснувшись. На его руках защитные раны. Он пытался отбиваться. Третий, 13-летний мальчик, получает смертельные ранения, предположительно пытаясь встать и убежать. 16-летняя девушка, одна из погибших, также убита в комнате, где спали остальные. 4 тела, 4 раненых. И все это за считанные минуты. Представьте этот момент. Ночь, темнота, крики, кровь на полу. Дети, которые еще недавно смеялись. Одна из девочек, по данным СМИ, притворилась мертвой. Лежала неподвижно, среди крови, ожидая, что нападавший уйдет. Это решение, принятое за секунды, спасло ей жизнь. Как вы думаете, откуда у подростка берется такая способность к хладнокровию в экстремальной ситуации? Один из раненых пытался закрыть собой девушку.
У него зафиксированы глубокие раны рук, типичные защитные травмы. Следствие позже укажет, удары наносились хаотично, но с большой силой. Это был не один случайный выпад. Это серия целенаправленных атак. И вот то, что делает эту историю еще более страшной. После того, как атака закончилась, Михаил не убегает. Он открывает газ, повреждает шланг и поджигает дом. Зачем? Скрыть следы? Уничтожить место преступления? Или это был жест отчаяния? Если все разрушено, пусть горит. Пожар быстро распространяется. Дачные дома часто деревянные. Огонь охватывает помещение. Некоторым раненым удается выбраться. Одна девочка добегает до соседей, стучит в дверь, вся в крови, в шоке. Первый звонок в экстренные службы поступает ближе к 4 утра. Когда пожарные прибывают на место, дом уже горит. После тушения в здании обнаруживают тело Михаила. Он погиб от отравления продуктами горения и ожогов. Это значит, он был жив после нападения. Он осознавал происходящее и принял решение остаться внутри. Вопрос к вам – это импульс или осознанная точка невозврата? Следственная группа начинает работу практически сразу. Осмотр места происшествия длится часами. Кровь на полу, обгоревшие матрасы, опрокинутая мебель. Нож изымается. Назначаются судебно-медицинские экспертизы. Результаты подтверждают – смертельные ранения нанесены именно этим ножом. Удары в жизненно важные органы. В некоторых случаях повторные, даже после того, как жертва уже не могла сопротивляться. Это важная деталь. Она говорит о сильном аффекте или о чем-то более глубоком. Телефоны всех участников изымаются. Переписки анализируются за месяцы до трагедии. Обнаруживаются конфликты, шутки на грани, перепалки. Ничего, что напрямую указывало бы на планирование убийства. Но есть признаки обиды, чувствительности к насмешкам, болезненной реакции на отказ. По словам знакомых, Михаил иногда резко менял настроение. Мог быть тихим, а потом вспыхнуть. Соседи говорят: спокойный парень. Учителя: учился средне, особых проблем не было. Родители погибших в шоке. Родители Михаила тоже. И здесь возникает сложный вопрос. Можно ли в 17 лет полностью осознавать последствия своих действий? Напишите свое мнение в комментариях. Отдельная линия расследования – алкоголь. Кто купил, кто передал. Следственный комитет возбуждает дело о продаже спиртного несовершеннолетним, потому что без алкоголя, возможно, динамика вечера была бы иной, а может быть нет. В Байкальске объявляют траур, отменяют мероприятие ко Дню защиты детей. Город, где все знают друг друга, оказывается в центре федеральных новостей. 4 похорона, 4 семьи, закрытые гробы. Выжившие проходят психологическую помощь. У некоторых панические атаки и ночные кошмары. Следствие официально квалифицирует дело как убийство нескольких лиц и покушение на убийство. Уголовное преследование в части убийства позже будет прекращено в связи со смертью подозреваемого. Формально – точка, но на самом деле только начало вопросов. Было ли это внезапное помешательство? Или цепочка маленьких сигналов – агрессия, обиды, алкоголь, отсутствие взрослых – сложилась в один смертельный сценарий? Когда пожар окончательно потушили и следователи получили доступ ко всем помещениям, картина стала еще страшнее, чем казалось ночью. Кровь на полу смешалась с водой, обугленные стены, расплавленный пластик, запах гари. И в этих декорациях 4 тела подростков и тело 17-летнего парня, который устроил резню. Эксперты начали с главного – траектория ударов. Каждому погибшему было нанесено несколько ножевых ранений. Ни один импульсивный выпад, ни случайный удар в драке. Множественные проникающие раны в область шеи, груди, живота. У одного из мальчиков защитные травмы на ладонях и предплечьях. Он проснулся и пытался закрываться. У другого – ранение в спину, что говорит о попытке убежать. 16-летняя девушка получила смертельное ранение в шею, с большой силой, практически без шанса на спасение. Это длилось считанные минуты, но за эти минуты было принято несколько решений. Самое странное, после убийств он не ушел. Газовый шланг был поврежден намеренно. Следы механического разреза зафиксированы экспертизой. Затем поджог. Концентрация газа в доме достигла опасного уровня. Если бы огонь распространился быстрее, могли пострадать соседние дома.
Вопрос к вам. Это была попытка скрыть следы или желание уничтожить все вокруг? Смерть Михаила наступила от отравления продуктами горения и ожогов. На его теле не нашли смертельных ножевых ранений или признаков, что кто-то нанес ему удар в ответ. Это означает, что он был жив после нападения, осознавал, что происходит, и остался внутри. Почему? Следствие изъяло телефоны всех участников вечеринки. Переписки за несколько месяцев до трагедии были изучены детально. Прямых угроз «я вас всех убью» не обнаружено. Планирование нападения тоже. Но нашлись конфликты, обиды, перепалки, насмешки. В одном из диалогов он писал, что его не воспринимают всерьез. В другом болезненно реагировал на отказ девушки. Мог отправлять по нескольку десятков сообщений подряд, если не получал ответа. Это обычная подростковая эмоциональность или тревожный сигнал? Напишите свое мнение в комментариях. Одноклассники описывали его как замкнутого, временами вспыльчивого. Учителя — как среднеуспевающего ученика без серьезных дисциплинарных проблем. На учете в полиции не состоял. Психиатрического диагноза официально не имел. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза проводилась на основе характеристик и цифровых следов. В частично озвученных выводах упоминались импульсивность и низкая устойчивость к стрессу. Болезненная реакция на унижение. Но импульсивность есть у многих подростков. Почему здесь все закончилось 4 смертями? Алкоголь стал отдельной линией расследования. В крови большинства подростков обнаружен этанол. У нападавшего значительная концентрация. Однако эксперты подчеркивают, алкоголь снимает тормоза, но не создает намерения убивать с нуля. 2 взрослых были привлечены к ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним. Этот эпизод дошел до суда. И снова вопрос. Если бы спиртного не было, произошла бы трагедия? Выжившие подростки давали показания в состоянии шока. Некоторые не сразу могли восстановить последовательность событий. Но в одном их версии совпали. Конфликт начался после отказа девушки и вмешательства других ребят. То есть отправной точкой стала ссора. Ссора, которая в большинстве случаев заканчивается хлопком дверью и взаимными обвинениями. Здесь она закончилась 4 похоронами. Город переживал траур. Цветы у школы, портреты погибших, закрытые гробы. Родители, которые еще накануне отпускали детей на праздник. Выжившие проходили психологическую реабилитацию. У некоторых ночные кошмары и панические атаки. Один из подростков, по данным местных источников, долго не мог находиться в темноте. Следствие официально не обнаружило экстремистских мотивов или влияния радикальных групп. Это не теракт, не идеология, не заранее спланированная акция. Это внутренний взрыв одного человека. Уголовное дело по факту убийства было прекращено в связи со смертью подозреваемого. Формально – точка. Но общественные вопросы остались. Можно ли было заметить признаки надвигающейся трагедии? Жалобы на одиночество, резкие перепады настроения, навязчивость, болезненная реакция на отказ. Сколько подобных сигналов остаются незамеченными каждый день? И еще один важный момент. После нападения у него был выбор – сбежать, позвонить, сдаться. Он выбрал огонь. Это импульс, паника или сознательное завершение истории? 4 погибших подростков, 4 раненых, 1 погибший нападавший, 9 жизней, навсегда связанных одной ночью. Напишите в комментариях, как вы считаете, это трагическая случайность или цепочка игнорированных сигналов? И главный вопрос – можно ли распознать точку невозврата до того, как становится слишком поздно?